Салют, друзья! Сегодня мы приехали в Кропивницкий, чтобы познакомиться с Тиграном. У него очень необычный бизнес. Он зарабатывает тем, что он строит дороги. Вы узнаете, как работает этот бизнес, и поэтапно сможете это применить на себя. Оказывается, что в Тиграна есть еще охранная фирма, и похоже, мы едем к нему. У нас все выпуски настоящие, как вы видите сейчас. Первое начинание, и была самая первая крупная сумма сделки в договоре. Около 1 000 000 гривен. Сколько получилось чистыми? Как же план по штрафам, который обычно есть у каждого человека? Планы, которые были по штрафам, я сам ходил, выписывал и сам их оплачивал, эти штрафы. Тигран, я с уважением отношусь к тебе, но я знаю, где ты живешь, я знаю твоих близких людей. Нормально, все путем. Вектор на успіх. Спонсор проекту Балтикасім. Тигран Хачатрян, владелец предприятия «Арака». Его фирма занимается всеми видами охранных услуг и строит дороги. Тигран занимается не только бизнесом, но и общественной деятельностью. Он курирует вопросы национальных культур в Кировоградском облсовете, управляет организацией «Едина Рудина» и руководит армянской диаспорой области. Тигран говорит, что любит помогать людям и делать родной город лучше. Надеется, что личным примером он сможет вдохновить своих земляков. Друзья, второй бизнес, который есть в Тиграна, это строительство дорог. Сегодня мы расскажем вам о том, как он создал этот бизнес и где он нашел первого клиента. Начинаем. Тигран, сколько ты занимаешься уже этим бизнесом? Ну, уже на протяжении 5 лет начал заниматься. Сколько дорог вы за все время сделали? Какой общий объем? Общий объем работ около 150 тысяч квадратных метров. Это на протяжении всего периода. Всегда же можно было работать на кого-то, а можно было делать свой бизнес. С какой целью ты создал бизнес? В первую очередь создал для того, чтобы быть финансово независимым, помогать другим людям. Предприниматель – это человек, который предприимчив, и у меня с этим вроде бы хорошо получается, и благодаря моему отцу у меня этот стержень очень хорошо развит. Как ты заработал свои первые деньги, Тигран? Мне родители купили Денди, приставку, и я наигрался, и у меня младший брат, сестра, даже мама наигралась, и я сдавал в аренду соседским детям в Денди. Я сначала приглашал их домой, потом родители начали ругаться, я им уже давал на сутки. Сколько тебе лет было? Мне было 6 или 7 лет, первый класс. Что было после, когда школу закончил? Я поступил в университет гражданской защиты, военный. У нас стипендия была 12 гривен в то время. Понятное дело, что не хватало, и с другом своим организовал такую, как стройбригаду, которая ходила по городу и занималась, шабашкой, стройкой. Закончил учебу? Да, закончил. С Харькова домой. Меня отправили в город Кировоград, в городское управление МЧС, был инспектором по пожбезопасности. Проект «Вектор на успех» в Кропивницком. Город кажется скромным только на первый взгляд. На самом деле это родина миллионеров. Тут заработал первый в стране сахарный завод, а его владелец, простой купец, быстро разбогател и заодно стал дворянином. А еще тут жил электрик-миллионер. Он хранил дома почти музейную коллекцию стоимостью более 100 миллионов долларов. Правда, жил при этом очень бедно. Что нужно сделать, чтобы стать миллионером в Кропивницком в наши дни? Расскажи о первой деятельности. Когда я пришел на службу, я сразу не принимал действия наказывать или штрафовать. Как же план по штрафах, который обычно есть? Планы, которые были по штрафам, я думаю, что сейчас это можно говорить. Я сам ходил, выписывал и сам их оплачивал, эти штрафы. Как пришла идея открыть охранную компанию? Когда я работал пожарным инспектором, я
ну, как подрабатывал в сети супермаркетов «Плазма», я работал тоже в охране. И у меня товарищ, который занимается охранной деятельностью, он меня как подтолкнули по то, чтобы именно заниматься в этой сфере. Как пришла тебе идея заниматься именно этим бизнесом? Ты же не начал с самого детства, да? Нет, с самого детства нет. Я видел, как мой отец этим занимается, и увидел, что есть перспектива в этом направлении, потому что на сегодняшний день у нас очень плачевное состояние дорог, и здесь нужно работать и работать над этим. А как ты разбирался в этом бизнесе? Отец помогал? Как это было? Да, в первую очередь, мне папа об этом рассказывал, и я очень много почитал литературы и как в интернете, как строить дороги. Сегодня я скажу так, что неплохо разбираюсь в этом. Есть специалисты, которые мне в этом помогают. Это люди, которые с высшим образованием и достаточно долго проходят этот путь, и я всегда вникаю в сам процесс. Вектор на успіх. Спонсор проекту Балтика 7. Как ты прокомментируешь утверждение, что сейчас без стартового капитала ничего не откроешь? Стартовый капитал — это не только наличие на руках там определенной суммы финансовой, это в первую очередь репутация, которую человек заработал, и лично я думаю, что заработал. Это то, что вложили в тебе твои родители, близкие, друзья, окружение. Откуда у тебя появился стартовый капитал на открытие первой охранной компании? Да, простая арифметика. Ты поставил на пост охранника, которому купил форму за 400 гривен. Охранник у меня менялись формой. И, менялись формы? Ты одну купил, и один снимал? Да, один снимал, они менялись формой. Одинакового телосложения? Ну, практически. И в конце месяца заказчик оплачивает тебе услугу, и ты уже оплачиваешь сотрудникам. И здесь особо больших капиталовложений не нужно. Почему твой первый клиент выбрал тебя? Ну, в первую очередь он мне сразу сказал, что: Тигран, я с уважением отношусь к тебе, но я знаю, где ты живешь. Я думаю, что я знаю твоих близких людей, окружение твое. Он сразу меня как предупредил тому, что вот, если что не так, будет ответственность. Будет ответственность, и ты ж кавказский парень, ты должен нести ответственность за свои слова и действия. Друзья, кто хочет, чтобы было больше подобных видео, как мы настоящий бизнес показываем, как у Тиграна, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А какие вопросы есть у вас к Тиграну, оставляйте в комментариях под этим видео. Вектор на успіх. Спонсор проекту Балтика 7. Сколько у тебя людей здесь работает? 26 человек, это которые занимаются именно подготовкой и этим, и дополнительно мы берем по надобности по проектам. Как у тебя выстроена система управления командой? Расскажи, пожалуйста. Сегодня у меня очень сильная команда, которая, понимает друг друга, уважает друг друга, и все команды, которые нужны для выполнения определенных целей, определенных задач, я передаю ответственным лицам, и эти ответственные лица, они передают уже по субординации сотрудникам. А что бывает, если бы ты напрямую раздавал приказы? Если бы я раздавал приказы напрямую, я думаю, что руководитель, который есть на участке, он бы потерял бы авторитет свой и не мог бы достичь всех поставленных целей и задач, которые я перед ним буду ставить. Все недовольствия я выражаюсь в кабинете после выполнения всей работы. На участке я никогда не выражаю свое недовольствие или не показываю свою агрессию, что я чем-то недоволен. Потому что так руководители занижаются в лице подчиненных. Как ты нашел первого клиента? Первый клиент был у меня сеть заправок АНП. Я поговорил с руководителем, предложил свое видение в плане того, что на их заправках было очень много недоделанных работ, трещин.
И ну, крупные предприятия не берутся на то, чтобы устранять мелкие. Большая, но были проблемные 4 заправки, Что вам которые... 4 дали, да? Да, это было, скажем так, первое начинание и была самая первая крупная сумма сделки. Какая сумма? Около 1 000 000 гривен. Сколько получилось чистыми? 1200 гривен. Так, В этом. как привлекаете сейчас клиентов? Сейчас мы делаем, ну как, есть и реклама, есть сайт свой, и больше мы работаем уже на имени и да, рекомендации. И сейчас вот на протяжении 2 лет мы активно участвуем в системе Прозора, проходим тендерную процедуру. Да. Свой бизнес 1 сентября мы возвращаемся в Крапивницк с молодыми предпринимателями, которые сделали свой бизнес и зарабатывают более 1 000 000 гривен в месяц чистой прибыли. Они расскажут, как они поэтапно создавали свой бизнес и помогут сделать это вам. Кто хочет купить билеты и поучаствовать в мероприятии, ссылка в описании на karabas.com. Спонсором есть Балтика 7, за что ей большое спасибо. До встречи на мероприятии «Вектор на успех». У нас все выпуски настоящие, как вы видите сейчас, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все нормально. А ты ударился об этот? Не-не-не, чуть-чуть просто он коленом зацепил или локтем. Нормально, все путем. Короче, у меня не болит, все нормально. Локтем чуть-чуть зацепил. Слышишь, сегодня целый день этот кадр переносился, блин, этот. Слушай, ну хорошо, что переносили, потому что снимать было бы сложнее.